Здравствуйте. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, всеобщее действие Бога. В данной теме я бы хотел рассмотреть принцип действия Бога, когда именно Бог действует, например, в начальный момент времени, и при этом создается элемент бесконечного действия. То есть, если, например, в данной технологии суметь получить действие сразу бесконечное, скажем, именно тому человеку, который хочет получить, например, эффект прямого управления, тогда получается, что в данном элементе управления необходимо рассматривать прежде всего то, как Бог изначально от себя осуществляет данное действие. Ну, то есть действие должно быть, во-первых, направленным и сразу же бесконечным. Для этого получается, что в этой технологии нужно рассмотреть совокупность как частного, то есть действия, например, к конкретному человеку, но также и действия сразу всем. И получается, что когда мы хотим посмотреть на именно прикладной смысл данной техники управления, тогда нужно прежде всего рассмотреть структуру собственной души, когда душа человека начинает реализовывать действия вместе с Создателем, с единым Богом. И когда это действие происходит одновременно, то есть действует Бог и действует человек, получается, что действие, оно действительно всеобщее, потому что когда действует Бог и одновременно человек, то получается, что человек, действующий правильно, он действует, понятно, что бесконечно, потому что действие Бога, оно бесконечное. И в данной конструкции управления необходимо рассмотреть, прежде всего, элемент такого управления, когда человек личными усилиями, то есть создавая собственную систему управления, может, например, какую-то сверхсложную или там частную систему управления перевести именно в такое действие. То есть в данном случае речь идет о том, что даже, например, какая-то система сложных действий – это тоже действие бесконечного уровня. И поэтому, когда мы говорим об этой технике управления, нужно рассматривать тот процесс, что в душе человека любой процесс, который исходит от души человека и от души Бога, это есть процесс правильный. То есть, если даже человек там, совершает какие-то бытовые действия или делает, например, управление за счет сложных технологий, макроспасения, то получается, эти действия должны быть также сонаправлены. То есть, человек должен получать управление такое же, как показывает Бог и как действует Бог практически в любой системе и в любой ситуации. И в связи с этим в данной системе управления, прежде всего, нужно рассмотреть, как вообще действует Бог изначально, то есть он, когда строит свое собственное действие, как оно вообще сразу становится бесконечным. Для этого нужно рассмотреть духовную структуру Бога, когда Бог делает управление, идущее от себя, но идущее в первую очередь к людям. Потому что любая система, вообще говоря, в фундаментальном уровне мира, она действует от уровня от подобного к подобному. Поэтому, когда вы начинаете получать управление от Бога лично, то получается, что здесь нужно рассмотреть такую технологию, когда вы видите, что тот сигнал, скажем, или та информация, которая идет лично к вам, она, во-первых, макросозидательна, потому что вы ее лично восприняли, то есть получается, что на вас уже личная ответственность за то, что вы делаете именно ситуацию и информацию макросозидательной для всех причем. То есть получается, в области технологии управления это делается, в общем-то, простой уровень, некий фильтр ставится, что информация любая, поступающая к вам, сразу имеет макросигнал, который говорит о том, что для всех идет уровень макросозидания. Таким образом, кстати, можно излечивать, в общем-то, практически сразу, вообще говоря, все заболевания. На самом деле здесь речь идет о том, что можно войти в ту область, где заболевания практически нет, именно в уровне управления, где вы входите сразу в область получения точности знаний, где нет заболеваний, и получается, что синхронизируясь с действием Бога, вы получаете управление практически такое, что дальше идет норма. То есть вот здесь переход в уровень нормы – это личное отношение с Богом. То есть где Бог дает только макросозидание, тогда вы получается, что как только входите в этот уровень управления, вы в любом случае получаете норму, потому что там есть действие Бога, именно всеобщее действие. Ведь Бог изначально, скажем, в локальном месте, в своем физическом теле, он все равно действует макросозидательно. Поэтому получается, что если проследить, как идет сигнал, значит, в какое-то конкретное место, можно получить норму в том же месте. И получается, что в управлении, когда вы действуете так, вы можете сразу информацию передать всем людям. То есть, когда вы стараетесь передать всем людям информацию сразу, у вас душа становится
ясный, светлый, то есть это, вообще говоря, становится именно уровень мира такой вокруг вас, что свет реализуется сразу всем. То есть вам не обязательно переводить структуру, предположим, управления в логический, да, уровень какой-то, или же делать какую-то технологию. Главное показать, что ваша душа светится знанием именно всеобщей жизни, вечной жизни и общего, именно всеобщего спасения. Когда мы рассматриваем такую технику, например, в случае, когда речь идет о воскрешении, всеобщем воскрешении, в данном случае именно свечение, например, душ тех, кто технологию эту знает или вообще даже к этому стремится, вызывает отсутствие той реальности, что вообще существует смерть, получается, что человек уже становится живым, да? Или же человек не перестает болеть, или вообще болезнь не существует. То есть здесь речь идет о радикальном уровне управления, когда душа человека, она, ну, скажем так, взяв определенный уровень обязанностей, да, и контроля как бы по уровню действия, по уровню стремления именно к действию всеобщего спасения, решает самостоятельно задачи такие же, как показывает и делает Бог. Тогда получается, что люди вполне могут действительно реально вечно развиваться, иметь эти данные уже сейчас, что они вечно развиваются, имеют все технологии вечного развития. И при этом, когда мы, например, логически, да, люди знают, что имеется уровень управления, когда люди за счет, например, текущей технологии управления делают вечную систему развития, то получается, что человек уже способен сейчас сразу понять, что он уже владел технологиями именно вечного развития. Ведь изначально перед Богом стоит та же самая задача, находясь, например, да, в физическом теле человека, ну просто человеком, он же строит все равно задачу следующего развития. И получается, что человек находится, вообще говоря, в подобных условиях, и здесь достаточно знать технологию, которая позволит ему лично решать вопросы именно вечного развития. Ведь вопрос, вообще говоря, только в системе знаний. И когда вы начинаете данную систему управления или развития, так скажем, да, всеобщего развития распространять уже, вообще говоря, ко всем, то получается, что вы имеете тот уровень управления, который реально всеобщий. То есть вы видите, где вообще всеобщий уровень реализации всех. То есть есть уровень всеобщей реализации вечной жизни как уровень, так скажем, коллективного сознания. И когда вы начинаете действовать самостоятельно, вы начинаете видеть, как работают другие люди. То есть, ну, фактически это выглядит так, что когда вы начинаете действовать подобным образом, то достаточно просто видеть, как действуют другие, кто научился, да, так скажем. Но можно увидеть, что в душе человека есть знания, которые позволяют ему это сделать обязательно. То есть он имеет изначальное знание. И получается, для того, чтобы знание, например, ваше, да, передать другому человеку, достаточно только лишь открыть ему определенное воззрение, да, восприятие на определенные процессы в этом мире. Тогда получается, что когда он видит, как работает конкретно, например, лично сам Бог, он начинает делать то же самое. И в принципе, вот через коллективную систему управления, когда связь вашего личного и коллективного, вообще говоря, это один импульс управления, получается, вы приходите тогда действительно к тому, что ваш личный импульс управления, он становится всеобщим. То есть даже когда вы решаете частную задачу. В данном случае я передал управление на логическом уровне, в большей степени управления. Поэтому, когда вы начинаете работать, например, на уровне развития структуры души, то получается, что именно распространение вашей души в область управления, это есть тоже логика, но логика развития вашей души в эту область информации. Ведь когда Бог делает управление, например, в какую-то систему, он фактически там есть, да, душа Бога. В любом случае существует в том же месте, так же, как душа, вообще говоря, любого человека. Есть действие души, имеется в виду, в данное место. Но есть и принцип существования души человека в том месте. Потому что изначально, когда Бог создавал весь мир и всю реальность, он все равно изначально исходил из самого себя, следовательно, душа любого человека имеет бесконечный доступ по уровню именно макросозидания. Получается, что в момент создания души Бог на определенном уровне показал систему входа именно в макродоступ. И исходя из этого мы можем именно в прикладном, так скажем, в таком прагматичном аспекте увидеть, каким образом в условиях, например, техногенизации общества, когда
именно такая ситуация перед человеком стоит, что он вынужден контролировать систему, например, развития каких-то технических устройств, да, систему отдаленных областей информации, предположим, спутниковые системы, которые могут быть проблемными с точки зрения там, возможности начала какой-то глобальной катастрофы, например. Хотя сейчас уже есть данные, что такой катастрофы не будет, тем не менее мы должны уметь технологически контролировать все-таки в любом случае любую техническую систему, да, и не только техническую, но любые системы, которые могут быть, например, вредны для человека. Имеется в виду бесконечное развитие цивилизации. Вот в каком случае ставится вопрос перед каждым человеком, его действие правильное для того, чтобы обеспечить именно вечное развитие, какая технология, она приводит именно к тому, что вечное развитие будет, в общем-то, идти просто, гармонично, созидательно. Здесь стоит вопрос еще выбора решения в системе именно макроинформации. Ведь макродоступ — это и умение из макроинформации выделять конкретный какой-то именно уровень управления локальный. То есть есть какая-то информация, например, там, информация с телевидения, с газет и так далее. Получается, что когда мы имеем, вообще говоря, со средств массовой информации, мы, если видим аспект вот действия, бесконечного действия какого-то уровня развития, то мы можем вполне контролировать бесконечное будущее. Ведь задача бесконечного развития — это на самом деле и контроль за бесконечным уровнем будущего развития. И в данном случае, ну, например, там, из своей практики диагностики, предположим, самолетов, я делал даже такую диагностику, в том числе иногда приходилось по производственной необходимости, что я делал диагностику на весь уровень развития данного самолета, да, до того, когда он уже будет, в общем-то, в нефункциональном уровне, то есть когда самолеты уже списывают по, например, старости, да, по износу материала. Получается, что здесь стоит уровень следующий. Надо сделать управление, чтобы, по сути, ведь структура износа материала не осуществляла в системе развития информации. То есть этот элемент может на себя воспринять человек. Поэтому он и подобен Богу, он может воспринять любой уровень, где есть уровень, например, некой конечности, да, человек может, например, данный самолет или там реставрировать, предположим, сделать продление ресурса, или же получить опыт, как сделать так, чтобы его личное развитие стало бесконечным. То есть на любом конечном уровне есть элемент открытия бесконечного плана. Вот, например, любые конечные величины, там, макрогалактика, звездное небо, любые системы управления, где есть именно уровень как бы некой локальности, да, содержит бесконечную систему. И вот, чтобы, например, в том самолете, в конкретном, там, я, предположим, диагностировал самолет, чтобы дать точный прогноз, надо знать именно бесконечную фазу развития из как бы определенного периода. Когда эта бесконечная фаза видна, все события достаточно просто прослеживаемы. Бог сделал управление таким образом, и я делаю так, чтобы управление происходило из уровня как бы все-таки всезнания. То есть очень просто показать систему развития таким образом, что идущие от Бога — это есть действия, идущие в том числе и от человека, то есть одновременность действия, да, Бога и человека. Тогда получается, что здесь наступает именно уровень всеобщей гармонии, и сразу видно, что данный самолет не просто он там будет иметь какие-то дефекты, он точно спокойно долетает, вот именно, что там не будет катастроф, как минимум. А вообще, в том числе авиационных происшествий, даже мелких. То есть закладывается сразу управляющий статус. Вот если в управлении, например, закладывать статус всеобщего развития, то получается, что то, о чем я сказал, отсутствие, да, например, заболеваний у людей, отсутствие каких-либо проблем, это есть уровень выхода в определенную систему информации. Ну, как бы просто переход, да, скажем так. И когда данный уровень перехода осуществляется таким образом, что действие Бога, находящееся, например, в физическом теле человека, и при этом при всем видно, что Бог, он только и может находиться в физическом теле человека. Когда, например, Бог действует в условиях так же, как действует человек, какие проблемы у человека научиться. То есть формально он должен, например, там, присмотреться больше, да, к каким-то деталям и сделать, например, подобную систему управления. То есть в данном случае для того, чтобы иметь вечное развитие именно в бесконечном плане, необходимо через любые законченные формы, так скажем, да, уметь выделять именно структуру управления бесконечным уровнем. Но получается, если мы рассматриваем форму тела человека, то, соответственно, ясно, что в теле человека есть такой же уровень доступа как бы, да, личности к себе. То есть получается, если в общем таком вот подходе или в общем контексте рассмотреть структуру развития личности человека, то в данном случае
достаточно с определенной точки зрения себя рассмотреть, и значит вы делаете не просто как бы систему некого контроля, да, за будущими событиями, но вы уже строите события для себя в бесконечный план. То есть в данном случае речь идет о том, что вы должны выделить структуру, где душа, организующая тело, взаимодействует с Богом, с единым Богом, именно в процессе организации тела. Вот здесь вот важный достаточно узловой момент, он связан с тем, что выделение данной конструкции, управление, когда действие души именно проявлено в создании собственного, да, физического тела, ибо тело также рассматривается как часть души, тогда мы можем увидеть, что действие Бога и человека происходит одновременно, ведь Бог также изначально Он создал тело человека. Получается, что мы можем в контексте просто познания вот таких, в общем-то, узловых точек, да, мироздания увидеть, каким образом функционирует именно наше собственное бесконечное будущее. Ведь речь идет о том, что технологии бесконечного развития, они должны быть совершенно конкретные, совершенно структурированные, в том числе технологии духовного управления тоже должны быть структурированы, или там управление душой. Структурированные, это не значит, что они сложные, они могут быть совершенно простые, но вы должны совершенно четко и точно видеть, что будущее развитие, оно бесконечное, и технологии, они, вообще говоря, сейчас уже у вас, то есть они при вас сейчас. Если вы этой системой управления владеете, то получается, что вы достаточно спокойно, да, смотрите на все будущие события, у вас нет проблем, вы их строите, исходя из того, что вы делаете какое-то личное свое дело, но при этом события строятся. То есть в данном случае бесконечность действия выражена в том, что вы делаете одновременно фактически все-таки всеобщее действие, то есть свои локальные действия и всеобщее действие по макропостроению событий. То есть получается, что это на логическом уровне и духовном это закон, и который именно закон, формируемый вашей собственной душой. Тогда получается, что вы, исходя из уровня такого же, когда, например, вы смотрите, что Бог строит ваше тело, а когда вы видите, как душа строит тело, можно посмотреть, как душа передает знания вашему духу и вашему телу именно по вечному развитию. То есть можно выйти на уровень души, где душа эти знания имеет. Душа, она все равно вечна. Собственно говоря, знание это и есть уровень доступа к душе, вот эти знания. То есть истинный доступ к душе это, вообще говоря, управление бесконечным уровнем развития. Тогда вы видите именно бесконечный статус вашей собственной души. Ведь по аналогии с тем, как устроена душа Бога, все равно ваша душа имеет все бесконечное развитие. То есть там нет конечных или временных форм. Получается, что именно найти доступ к системе развития, распознав, да, уровень критериальный, в общем-то даже восприняв, достаточно хотя бы воспринять на уровне логики познания, мы имеем практически бесконечный уровень, по которому спокойно можно идти, и вообще говоря, там проблем нет. То есть чем больше развивается человечество в этом плане, тем меньше у него проблем, по сути. Потому что технология накапливается в плане как бы внешнего управления, а дальнейший уровень становится более, в общем-то, устойчивым. То есть он становится более распространенным на уровень как бы получения следующих знаний. Получается, что в целом здесь проявлен именно тот человек, кем вы конкретно являетесь. То есть вы видите то управление, которое исходит лично от вас. Вот когда вы начинаете видеть и осознавать такое управление, вы видите, как напрямую Бог просто своим фактом, да, существования, своими знаниями, своим действием или просто самим собой передает вам знания лично от себя. Когда вы начинаете видеть свой собственный бесконечный статус. Получается, что вы находитесь как бы в одном поле информации, и здесь как бы проблем для получения знаний никаких нет. И когда вы начинаете действовать именно с точки зрения управления, когда вы действуете, например, на бесконечность сразу, то возникает ряд аспектов в развитии, когда, например, есть элементы, предположим, прошлого развития, да, или текущего, будущего, то здесь возникает необходимость жестко фиксировать устойчивые формы, направленные на благоприятное развитие. То есть человек, имеющий, например, просто норму здоровья или там, норму событий, должен уметь, исходя из текущих норм или исходя из тех, которые он даже вот просто построит, да, в своем восприятии, в управлении, он должен суметь эти формы сделать бесконечными. Тогда получается, что любая норма и свет этой нормы создает следующую норму. То есть в технологии это выглядит так, что за счет того, что человек, например, производит элементы управления, за счет, например, того, что данные элементы
уже имеют оптимальную форму хотя бы в его восприятии или в его мышлении, то есть человек должен добиваться благоприятного уровня развития для себя, получается, в любом случае. И тогда он получает бесконечное развитие, потому что следующий уровень тогда для него становится доступнее. И здесь получается, что построив нужную систему управления, в любом случае имеется в виду, конечно, макросозидательный случай для всех, тогда получается, что вы делаете управление, идущее от вас, и при этом вы видите, что Бог, восприняв, да, ваше личное управление, вполне может действовать так же, как бы просто передавая вам знания за счет того, что ваши знания находятся, вообще говоря, в ваших же системах восприятия. То есть вы можете уже на уровне действия личности в бесконечности, вот я сейчас все время говорю о вашем действии в бесконечности, по сути. И поэтому получается, что вы можете рассматривать данное действие, например, как бы чисто, в общем-то, управляющее действие. То есть, когда вы себя видите в бесконечности, и при этом вы действуете сейчас, то для того, чтобы, вообще говоря, информация до вас дошла, например, да, в той бесконечности, получается, нужно какое-то время. И вы все время работаете на уровне организации, на уровне именно создания информации. И когда вы переводите себя на уровень бесконечного действия, то перед вами возникает, конечно, уже следующие задачи. То есть задача именно, когда вечное развитие вам показывает тот уровень, что у вас задача, вообще говоря, следующего уровня создания реальности. То есть вы можете все время действовать, и получается, что вот сама форма, да, ваша физическая форма сейчас человека, это есть форма действия, по сути. То есть возвращение как бы, да, на уровень восприятия собственной физической формы, это есть уровень бесконечного действия, но вашего. То есть ваше физическое тело, это есть макродействие, получается. То есть когда вы отсюда начинаете видеть уже себя, то получается, что ведь проблем, вообще говоря, тогда нет в том, чтобы иметь, да, нормальное здоровье, потому что достаточно в бесконечном действии, в бесконечном развитии выделить какую-то фракцию нормы и получить отсюда просто световой элемент управления на себя, и получается, что вы имеете просто норму, например, здоровья. Да? С точки зрения того, что нужно еще иметь норму событий, получается, что вы вполне можете делать управление таким образом, что любая, вообще говоря, отдаленная норма, ну лучше, если эта норма полностью проконтролируема будет в будущем, или же она полностью вами управляема, то вы, даже вот за счет управления, вы получаете систему событий и получаете собственное тело, получается физическое тело из макрореальности. То есть, учитывая, что, скажем, такая линейная, да, задача, в бесконечном будущем вы находитесь, но если будущее бесконечно, то чем больше к вам приближаться, да, тем вы как бы на уровне логики и удаляетесь, да, на восприятие. Потому что если вы в бесконечности, то ведь и приближение к вам бесконечно. И получается, что для того, чтобы вот именно конечную величину сделать, например, бесконечной, нужно рассмотреть собственный статус именно бесконечной жизни, когда вы все-таки через конечные величины получаете бесконечный статус своего развития. В этом случае любое конечное действие, это все равно есть вы. Вы же смотрите на себя, вообще говоря. И поэтому получается, что достаточно, например, вот этот как бы бесконечный уровень перевести, все-таки опять же спроецировать, да, все явления реальности, получается, в таком как бы в общем плане на себя, и получается, что вы видите, как вы действуете извне, то есть переход именно управления от вашей души, да, во внешнюю реальность для вас становится совершенно понятным. То есть как вы действуете из собственной структуры. Тогда ясно, что системы уничтожения, вообще говоря, просто нет. То есть вы постоянно находитесь в движении и макроуровня управления, и одновременно вы таким образом свое собственное тело создаете. То есть получается, чтобы обойти, предположим, там макрокатастрофу, да, ядерную войну, достаточно только ее вывести за этот элемент управления в макросмысле. А если у вас бесконечное время, то получается просто как бы сэкранировать и вывести информацию, рассеять. Собственно говоря, проблем опять нет, да, у человека в этом случае. То есть в данном случае достаточно вот знать процессы взаимодействия души, именно когда мы рассматриваем, может быть, даже сочетание. То есть когда мы рассматриваем, когда душа ваша действует на дух, то есть, да, и мы можем действовать в комбинированных системах информации.
То есть, если мы, например, работаем в системе сочетания информации, то есть дух, душа, то получается, мы вполне можем делать управление с обобщенных систем. То есть душа, взаимодействующая с духом, да, мы имеем обобщенную область, которая формирует, например, элемент реальности и создает какую-то следующую реальность. То есть есть области, которые можно, например, обозначать какими-то иными, в общем-то, даже в управлении словами, да, и эти элементы делать такими, чтобы эти слова создавали реальность. То есть вот здесь вот элемент, когда изначально слово создает реальность, вполне можно увидеть как технологию действия. Например, достаточно просто определяется данная конструкция, если вы помогаете там росту растений или там как-то восстанавливаете или лечите человека, например, именно от сложного заболевания. Тогда получается, что если вы, например, делаете управление, идущее от вас, и создаете какую-то новую область, то возможна реализация новых слов. Тогда получается, что здесь можно проследить, что вот внешние действия, вот слова, да, это есть приближение к вам. То есть создание слова, вы видите, что информация начинает концентрироваться, и вы видите приближение именно к вам событий. Получается, слово – это есть фиксация и развитие событий. И когда вы хотите рассмотреть действие слова, например, в бесконечном плане на какой-то элемент реальности, вообще говоря, ну, любой элемент реальности, то получается, что мы можем видеть соприкосновение слова с каким-то уровнем информации, причем любым, где слово создает бесконечный статус любому уровню информации. То есть звук, предположим, слова, когда соприкасается с каким-то элементом реальности, слово же оно и сохраняется само по себе, естественно, но при этом звук передает какую-то информацию просто на физическом уровне, на уровне звуковой волны, и получается, что слово, которое, да, передало звуковую волну, оно само по себе имеет вечный статус, потому что уже оно существует. Вот фактор существования, где вы видите именно ракурс бесконечности действия слова, потому что есть фактор существования слова, вот и все, да, то есть оно зафиксировано, где-то записано и так далее. И получается, что когда мы говорим об управлении такого типа, что мы имеем бесконечное развитие, и нам нужно, например, сформировать систему управления так, чтобы вы получали локальные события, то нужно зафиксировать на уровне создаваемой первичной информации, может быть обобщенной, может быть информация не обязательно, что она определяется какими-то конкретными словами, но достаточно показать, что вы осуществляете именно построение именно бесконечного развития. И вот когда вы видите, что значит, это развитие действительно бесконечно в вашем восприятии, совершенно четко вы понимаете, что уже нету именно уровня все-таки конечного развития, то есть нет, например, там, биологической смерти, то есть вы видите технологию в полном уровне развития, когда вы, рассмотрев, вообще говоря, общие позиции, да, в плане управления при взаимодействии именно, например, с единым физическим телом Бога единого, вы вполне можете видеть дальнейшее развитие так, что ваша личность уже находится, вообще говоря, во всех уровнях информации, и причем все уровни дают вам именно вечное и бесконечное развитие. То есть вот здесь важно осознать, что вечное и бесконечное развитие – это все, что вас, вообще говоря, окружает. Причем в любом проявлении, кстати. И когда вы начинаете вот этот уровень осознания привносить в жизнь в плане реализации, да, то есть переводить на технологию, так скажем, на технологию дальнейших действий, то получается, что здесь возникает элемент следующий, вот бесконечное действие, какой-то элемент времени, тогда получается, что вы можете, например, либо, вообще говоря, никуда не отдаляясь, просто идти по вот этой бесконечной, как бы, да, системе развития, ну, из этого света просто брать управление, собственно говоря, и проблем как бы нет. Но можно, их действительно, кстати, там и не будет, но вопрос тогда стоит в том, как вообще знания передаются окружающим. Вот Бог ставит так задачу, что все системы развития, это есть обязательная передача знаний, вообще говоря, сразу всем. Тогда получается, вы должны, если вы находитесь как бы в одной только вот в этой как бы световой системе, да, выработанного точного уровня управления, то возникает вопрос передачи знаний, надо контролировать, как вы их вообще передаете всем сразу. То получается, что вы получаете возможность вполне построить собственный там какой-то свет, следующий, да, уровень управления, следующий свет развития. И отсюда и получается, что вот человек почему должен быть абсолютно свободен, это есть необходимость в действии бесконечного развития. То есть он всегда может поставить свой уровень именно для бесконечной передачи знаний. И когда вот человек делает частное действие,
и бесконечно передает знания, то получается, что он опять делает всеобщее действие. То есть достаточно в любое локальное действие внести контекст бесконечной передачи знаний, например, для всех будущих поколений, для всего будущего развития, в том числе вашего же собственного, то получается, что вы можете гарантировать практически на уровне своей собственной души, где душа создает ваш собственный дух путем управления личного, что здесь вы имеете бесконечное развитие в этой области. Достаточно эту область теперь перевести в систему восприятия, да, получается, дух – это бесконечная величина, душа – это точное знание, точное управление. Система вашего именно восприятия на логическом статусе – это то, что когда вы видите, что, например, система разрушений информации, она может отсутствовать, то есть ее можно вывести из управления. И знание, например, можно строить таким образом, что следующее развитие – это есть то, что ваше физическое тело, вечное, причем физическое тело, существует всегда, вы можете вполне, исходя из структуры как бы внешнего развития, свое тело сделать абсолютно здоровым, иметь там нужные события как для себя, да, именно в плане восприятия личности, мышления, души, духа человека, так и для физического тела. Многие люди ведь имеют какие-то проблемы там, с заболеваниями, предположим, потому что они часто или разделяют, или там, предположим, нет времени у них там заботиться, да, о состоянии, например, здоровья в физическом плане. Получается, что для того, чтобы вот эта система была именно гармонична в плане вечного развития, получается, что изначально бесконечное восприятие, то есть осознание всего мира, как вашей бесконечной личности, фактически, вот об этом идет речь. Когда вы начинаете таким образом гармонично осознавать мир, то ваше физическое тело – это есть аспект также гармоничного развития в этом мире. Получается, что вам тогда даже в ваших там каких-то больших делах, каких-то вот срочных делах все равно вы находите, например, место себе, да, для контроля как бы за собой в системе всеобщей информации. И здесь вы еще точнее, уже абсолютно точно видите всеобщее действие Бога, где Бог действующий, то есть дающий вам знания, одновременно заботится о вас. То есть вы можете видеть, что чем шире ваша точка зрения, так скажем, да, чем более объемно ваше действие, тем гармоничнее и здоровее получается, развивается именно ваше физическое тело. То есть вы вполне можете, исходя из личностного контекста, в данном случае я говорю именно о личностном все-таки контексте управления, получать совершенную норму здоровья, достаточно только видеть, как делает это конкретно Бог. То есть даже учиться на каких-то конкретных там локальных величинах можно учиться у тех людей, предположим, кто освоил технологию управления, и при этом здесь можно рассматривать такой вопрос, что ведь обучение не обязательно оно линейное, то есть достаточно там рассмотреть, что есть прямое действие души, да, человека, вообще говоря, личности человека на какое-то событие в прямом аспекте. И получается, что вы вполне можете, например, видеть, что данное действие, предположим, оно, вообще говоря, может быть универсальным. То есть достаточно изучить, как другой человек, например, освоил технологию управления по макроспасению, и при этом реализовывать, вообще говоря, в любом направлении. То есть вот так именно создана реальность, что мы можем вполне говорить о том, что передача знаний от какого-то, например, конечного элемента действия, это есть бесконечная передача знаний в созидательном смысле. Почему? Ясно, что именно система созидания, она всегда будет иметь бесконечное развитие, всегда будет развиваться все-таки цивилизация именно в сторону созидания, потому что именно аспект вот любого действия происходит бесконечное развитие именно в макросозидании. И получается, что когда вы, например, эту систему знаний видите, то по системе именно вот простоты, скажем, да, изложения структуры управления, то есть когда вы понимаете систему достаточно просто, ведь задача управления это все-таки понимание простой системы управления по сути. То есть она должна быть проста для вас. И когда вы весь мир воспринимаете так же гармонично, как свою собственную личность, то получается, ну что-то, да, более просто. Ведь личность для вас, она всегда ваша, собственно, в общем-то, во всеобщей гармонии. И исходя из этого, когда вы технологически еще воспринимаете весь внешний мир в плане всеобщей гармонии, то получается, что личность и внешний мир это есть также всеобщая гармония, и любое дело у вас осуществляется. Вот сейчас в качестве прикладной системы управления
сделаете именно задачу управления по своим личным задачам, по задачам именно всеобщего, вечного развития, и с точки зрения именно вечного развития, я поработаю вместе с вами, старайтесь работать постепенно, то есть именно гармонично. То есть сейчас я сделаю тоже с вами управление, потом какое-то время еще работаете. Во время работы старайтесь не выходить вот из того уровня, что есть гармония личности Бога и личности человека. Изначально гармоничная личность Бога, она все равно дала полную гармонию личности человека. То есть, в принципе, человек может вполне самостоятельно сделать управление, Бог всегда, естественно, поможет в любом случае. Единственное, что здесь нужно понимать, что именно уровень всеобщей гармонии – это и есть решение любых бесконечных ваших задач. Вот здесь я уже перешел к тому, что задачи должны формироваться бесконечно, то есть на бесконечный уровень развития сразу. И когда вы начинаете, например, делать управление, чтобы получить локальную реализацию своей частной задачи, ясно, что свет бесконечного решения будущих задач, или даже, вообще говоря, их создания в вашем созидательном аспекте развития, уже есть решение вашей текущей задачи. То есть технология в этом плане, она очень проста. И здесь просто ясно, что аккумулирование света будущего развития на решение частной задачи в любом случае решает вашу задачу. То есть фактически в данном случае речь идет о том, что нужно создать систему будущих событий так, чтобы обязательно свет попадал на любую из ваших задач и задач, вообще говоря, всего человечества, всего мира. Здесь получается, что ваша душа должна выполнять работу, которая заключается в следующем, что, во-первых, вы решаете задачи, скажем так, пространственные, то, что необходимо здесь, сейчас, в будущем, в бесконечном будущем, именно в пространстве или во времени, в том числе в будущем. Но здесь есть еще задачи личностные. То есть вот, когда ваши личностные задачи становятся всеобщими, задача именно следования уровня бесконечного развития Бога, например, одна из задач, или личная задача вечного развития, то получается, что все равно вечное развитие – это тоже задача Бога в том числе. Вы как бы видите, что как бы вы ни действовали, все равно вы действуете в уровне именно гармонии все-таки с Богом. Тогда получается, что ваша задача управления заключается в том, что вы должны получить всеобщее управление сразу и сейчас, но при этом все-таки получить тот уровень, когда ваши локальные задачи все-таки реализуются все-таки именно сразу. Понимаете, вот здесь вот есть уровень доступа вашей души к уровню всеобщего знания и к уровню управления, получается, всей макрореальности. То есть свет всех задач, которые вы в будущем будете себе ставить, решать, то есть это говорит о том, что не нужно специально сейчас создавать какие-то будущие задачи, как-то придумывать или выписывать, предположим. А просто нужно ощутить или знать гармонию своей личности именно в бесконечном развитии, именно в бесконечном статусе развития, а вообще говоря, реально в бесконечном развитии. То есть, когда вы таким образом видите систему своего будущего развития, то получается, что вы вполне можете видеть, что для того, чтобы решить свои конкретные задачи, вам нужно всего лишь навсего, получается, что объединить все задачи на уровне своей души, что это задача вашей личности. Например, когда Бог делал всю реальность всеобщей, это была задача его личности. То есть именно, чтобы любой, скажем, элемент реальности, в первую очередь человек по образу и подобию Божьему построенный и созданный, на самом деле, изначально вместе с самим же человеком, по сути, чтобы он мог также полностью свободно находиться, где он захочет, делать созидание, где он захочет, и быть бесконечно свободным. То есть, получается, это суть, собственно, бесконечной именно свободы. По сути, это есть макрогармония и гармония личная все-таки. То есть, когда вы, не потому, что, я имею в виду, вы имели, может быть, какие-то, может быть, просто с точки зрения гармонии, элементы развития, когда вы воспринимали гармонию как элемент действия какого-то физического, или, может быть, гармония того, что вы слушаете музыку, или просто сознание гармонии. Имеется в виду, в данном случае, именно бесконечная гармония личности, где личность обязательно есть, она проявлена, и человек живет вечно, вот этот статус гармонии.
То есть это достаточно все-таки большое количество, да, решаемых задач все-таки по сути. Ведь речь идет о бесконечном уровне решения задач. Это получается, в каком-то уровне человек должен точно знать, что делает Бог. То есть абсолютно точно в данной ситуации. И если мы ставим вопрос о том, что, предположим, в каких-то случаях, да, человек, да, понятно, делает свое управление, и он совершенно свободен, но для того, чтобы все-таки вот развиваться точно и знать сейчас, что он имеет технологию именно вечного развития, он все-таки должен это знать точно. Тогда получается, что он должен понять Бога, как он, вообще говоря, строит систему своего будущего развития, например, в качестве человека, и при этом он одновременно, да, передает знания, но знания-то он передает вполне словами. То есть можно освоить слова, да, скажем, все, уже есть точное знание. Слова — это и есть элемент точности. Получается, если мы слово передаем в бесконечность, или там личное действие Бога, значит, выводим в бесконечность, то есть смотрим из бесконечного уровня на себя, да, как бы, то получается, что человек вполне может себя видеть, исходя из того, что действие именно Бога в бесконечности дает именно конечную реализацию, то есть как какие-то конечные действия. То есть вот совершенно четко видно вообще, как Бог делает данные действия, чтобы они были макросозидательными. То есть достаточно, например, их просто взять и сделать, да? Но человек, естественно, опять же, он полностью свободен, он может взять, сделать сразу, может, предположим, считать, что он может сделать в будущем. И понятно, что он занят, у него много разных дел, но Бог всегда, в общем-то, строит и, вообще говоря, как бы на все будущее построил так, и систему, так скажем, своего управления и людей, что всегда у человека есть статус истины Бога, что человек, он не ошибается, по сути. То есть он всегда действует на определенном уровне, так как ему дает Бог. Получается, что, исходя из личностного контекста действия, все люди, причем те, кто там занимается какими-то совершенно иными уровнями управления, они все равно на определенном уровне действуют так, как делает, вообще говоря, в плане передачи знаний Бог. Но вот как он именно с точки зрения, конечно, макросозидания. Но когда, например, другие люди начинают это понимать, то получается, что контекст вашей собственной личности, то есть создание, да, собственной структуры, там, в том числе органической, или создание структуры личности, это есть, вообще говоря, тепло Бога, свет Бога, то есть вы можете видеть даже на уровне, ну, скажем, физических величин. То есть можно определить, где там, да, тепло Бога, то есть душа, теплая душа Бога соприкасается, предположим, с душой человека, и отсюда видно, как действует ваша душа. То есть вы видите, что ваша душа действует точно, и она не ошибается. То есть у человека существует, и он, вообще говоря, единственный возможный уровень, что человек, он не ошибается именно в бесконечном развитии. Вот здесь надо абсолютно четко понять вот эту структуру. Он именно в бесконечном развитии не имеет ошибок. Получается, что когда вы хотите абсолютно четко увидеть технологию работы Бога, вы должны видеть, что в бесконечном развитии вы не ошибаетесь, по сути. Но логически и так ясно, да, человек не ошибается, когда он действует так, как действует Бог. То есть это логическая фаза управления. В данном случае я вам дал личностную фазу управления, то есть управление от личности Бога. Получается, что когда вы начинаете работать в личностном аспекте, то любое действие, оно становится совершенно понятным, совершенно осознанным, и вы совершенно четко определяете себе свой собственный путь и знаете тогда точно, что действительно вечное развитие — это лично ваше развитие, что вы имеете технологию, потому что ваша личность как человека, она вполне может реализовывать и имеет всю эту технологию, то есть вы в этом убеждаетесь, потому что вы сейчас находитесь, например, здесь, да, или идете где-то в будущем по своим делам, и тогда получается, что вы осознаете это, потому что есть весь внешний мир, да, есть вся реальность. Уже в конечном итоге вы видите это, потому что вы, вообще говоря, есть. Когда вы приходите к этому уровню гармонии, фактически, да, в бесконечном именно управлении, то получается, что всеобщее действие Бога — это есть одновременно и бесконечные знания, которые вам постоянно передаются именно во всеобщем действии, во всеобщем развитии. То есть вы видите личностный контекст управления как свой, так и других людей, так и Бога. И получается, что вы вполне можете сказать точно, вот, что с вами будет, например, через, там, в том числе, длительное время. Да? Если вы хотите рассмотреть аспект
именно процесса бесконечного развития, то можно рассмотреть конкретные события где-то там в бесконечном времени. То есть можно просто за счет свечения, например, структуры со своего сердца выйти на уровень именно бесконечного управления информацией и увидеть себя в бесконечном будущем. Как только вы, скажем так, поработаете, да, с этой системой информации, то вы увидите, что мир, то есть динамика света, она становится другой. Мир становится таким, что свет становится гибким. То есть в этой системе управления, в отличие от, например, более ранних, да, линейных систем светового развития, свет приобретает также форму человека, по сути. То есть вы видите, что форма, идущая, например, к человеку, облегая человека, она идет только к нему. То есть если рассмотреть в этом случае свет, идущий из бесконечности, то он идет не каким-то там хаотичным путем, именно путем, а он идет таким образом, что обязательно он ложится на вашу форму. И вы получаете себя, потому что вы знаете, вообще говоря, где свет образовывается. И вот здесь, когда вы начинаете к этому свету подходить, вы видите уже Бога воочию, то есть как Он работает, да, как Он делает именно на уровне познания. То есть вы можете видеть, что идущий свет, имеющий вашу форму, создает ваше вечное тело, ибо изначальный свет, логика очень простая, изначально свет вечный, ложится он на вас, создает вечную конструкцию вашего тела, получается, что вы, ясно, что вечны, да, для всех это ясно. Вот я в данном случае даю эту лекцию достаточно распространенно в плане дальнейшего всеобщего знания, потому что это знание просто для всех. То есть, когда мы говорим об уровне именно всеобщего, именно вечного, да, бесконечного развития, то получается, что не только для тех, кто практикует, скажем, да, систему управления за счет практики всеобщего развития или вечного развития, но вообще говоря, для тех, кто в том числе этим не занимается. Об этом сейчас речь идет. То есть, когда мы говорим о том, как передать в эти структуры управления знания именно вечного развития, то получается, что есть достаточно объективный закон. К ним также идут эти лучи, также налагается элемент света уже гибкого, света, тот, который именно дает жизнь, идущую от Бога конкретно. И когда вы видите, что эти линии лучи передаются всем людям, то получается, что вы вполне видите, как вообще конкретному человеку эти знания передать. То есть либо данное движение луча сделать, например, просто, ну, скажем так, более адаптированным, да, за счет вашего управления, или же, например, показать систему управления, если у вас есть время, но в каждом конкретном случае время должно быть для каждого конкретного человека, по сути. И получается, что когда речь идет в человеческом плане именно о всеобщем управлении, то получается, что в данном случае именно всеобщее управление на вечное развитие, мы имеем в виду, что каждый человек должен все-таки уметь передать каждому человеку знания вечного развития. То есть это задача, вообще говоря, специальная, но тем не менее она конкретная. Например, технологии ясновидения, так скажем, да, или духовное видение, что ближе по сути именно дух видящий, изначально, значит, формирующий и взаимодействующий с душой, дает точное видение реальности, именно в прикладном аспекте управления. И получается, что здесь это есть все-таки учет всех интересов, то есть точное видение, вот Бог все может видеть точно, Он изначально всегда все видит, и все будущее в том числе, потому что все-таки здесь есть соотношение с каждым уровнем, да, реальности, вообще говоря, с каждым человеком, в плане точного именно уровня управления в вечное развитие. Ведь каждое действие человека направлено на то, чтобы познать. Вот, как я сказал, любая величина внешнего мира – это есть также определенная, скажем, школа, да, познания вечного развития. И когда вы начинаете личностную практику вводить в любой элемент реальности, то есть, например, там, перед вами это дерево, да, или любой элемент реальности, просто там, воздух, какой-то пейзаж, дом, вы можете вполне ввести туда систему именно вечного развития для всех и сделать так, чтобы отражение именно света вечной жизни, именно света, гибкого света, идущего от Бога, лично от Бога, и чтобы этот свет был распространен так, чтобы другой человек, который, так скажем, не занимается, да, в данный момент, например, там, технологиями именно вечного развития, он бы получил правильный статус вечного развития, то есть передавать знания от любого уровня реальности и сразу все-таки всем. Когда вы к этому уровню приходите, то вы видите, что
вообще говоря, тогда у человека стоит достаточно, в общем-то, своеобразный, так скажем, выбор, да, в системе управления или собственного поведения, как делать дальнейшую жизнь счастливой, например, например, исходя из того, что он уже видит, что бесконечная жизнь у него есть, то получается стоит задача именно макроспасения для всех все-таки. То есть ни при каких обстоятельствах там никакой иной человек, который как бы там он себя не вел, он не может быть лишен там элементов вечного развития. То есть любой человек в любом случае со временем освоит именно эту технологию. Получается, что отношение к любому человеку, к любой личности должно быть совершенно, в общем-то, ну, по сути, равное, да, так как делает Бог, равное отношение с точки зрения и вечного развития, с точки зрения предоставления всех знаний для бесконечного развития. Причем не зависит, как я сказал, от статуса личности. Тогда получается, что в этом уровне люди имеют совершенно четкий уровень обмена информацией. То есть, когда они на таком уровне находятся, взаимного восприятия, то есть это значит макроуважение получается, да, доступ к системам всеобщего спасения, предоставление этого доступа и так далее. То есть элементы, при всем при этом личность, она, конечно, остается личностью, то есть никаких элементов там личного обобщения в этом случае не происходит, то есть личность, она есть личность, но она, сознательно, человек сознательно принимает решение предоставить знания всеобщего развития всем. И вот здесь открывается, в общем-то, достаточно своеобразный статус в глубине каждой личности, то есть в душе, именно в уровне начала организации души человека. То есть человек, знающий, что его, так скажем, ждет, да, в будущем, причем бесконечно, причем хорошие события ждут, он начинает тогда думать уже над тем, каким образом события на самом деле благоприятного развития передать. То есть имеется в виду, что на определенном статусе личность находится на таком уровне, что ее личная задача, ну, вообще говоря, личная задача любого человека, так скажем, передавать знания именно вечного всеобщего развития. Вот когда вы начинаете в такой статус входить, то получается, что ваша гармония и заключается в том, чтобы все имели вечное развитие, чтобы все вечно развивались в своих физических телах. Тогда получается, что мы имеем структуру такого общегармоничного, так скажем, мира, да, выработанного и нашим восприятием, и изначально поставленного Богом, ибо Бог вечный создал, естественно, вечный мир. Получается, что мы имеем статус такого плана, что любой человек, оставаясь совершенно независимой личностью, то есть никто ни в коем случае не имеет права там как-то воздействовать или там определять, да, его развитие, ну, если, конечно, имеется в виду, что он действует созидательно. Если человек действует несозидательно, то получается социальная система общества все равно ограничивает, да, такие движения. Но тем не менее, когда мы имеем в виду, что при полном уровне развития личности, когда он все-таки человек, да, видит, что он совершенно свободен, причем свободен именно в социуме, то есть в любой социальной среде, в любой там информационной среде, скажем, да, в любом именно уровне бесконечного развития. Вот здесь вот уровень именно его личного бесконечного развития, это всего лишь навсего уровень действия сейчас для обеспечения бесконечного развития всех и себя. То есть имеется в виду, что он начинает выходить как бы в структуру, да, своего прошлого развития и видеть, что, например, прошлое развитие в какие-то аспекты, когда человек, предположим, там переживал по каким-то причинам, да, или что-то он в следующем действии, например, да, должен сделать такое, что вот, ну, вызывает необходимость концентрации его там умения, знания или внимания и так далее. Или сочетание таких событий, да, чтобы что-то у него, у человека именно реализовалось так, как он хочет. Тогда получается, что когда вы начинаете работать, вы видите, что любое ваше действие приводит именно к системе бесконечного развития. То есть вы видите, что здесь, значит, выбор именно, ну, скажем так, вашего управления заключается еще и в том, что каждый человек должен обязательно научиться. Вот если какой-то человек, например, не знает системы будущего развития, да, или он там, например, не может быть уверен, да, точно, что он, например, делает планомерно, точно, системно, то получается, эта информация все равно каким-то образом приходит к вам, и вам надо передать знания именно сюда. То есть получается,
видя свое собственное развитие, значит, вы имеете вечное собственное развитие, при этом структура как бы получения знаний, то есть передача информации для вас совершенно точно известна. Вот куда передавать информацию, это часто бывает так, что во всеобщую область информации это конкретная совершенно область, и вы совершенно точно передаете свои личные знания по вечному развитию. Тогда ясно, что вы уж точно развиваетесь вечно, потому что даже в текущий момент времени вы же все равно передаете знания, как можно, ну, в общем-то, точно, правильно передаете знания. И когда вы уже научитесь передавать именно знания вечного развития в отдельности каждому, вообще говоря, там, всем элементам мира, то получается, что дальнейшее развитие – это есть постижение, да, следующего уровня знания и передача информации, опять же, для вечного развития во всеобщий именно план. Вот здесь, вот, когда вы переходите во всеобщий план, то вечное развитие, оно становится уже достаточно приемлемым. То есть человеку становится интересно развиваться вечно, потому что всеобщий план – это все следующие системы мира, и получается, что человек имеет свой собственный, получается, так скажем, интерес, да, в этом развитии, потому что ведь когда речь идет о вечном развитии, все равно стоит задача того, что человек должен гармонично на уровне физического плана, на уровне постановки задач, то есть он должен развиваться здесь гармонично и, вообще говоря, всегда, то есть нужно создавать еще систему как бы интересов, получается, для личного развития, потому что в любом случае через определенное время, да, стоит вопрос, например, там человек освоил какие-то системы знаний, например, он освоил все знания, которые существуют, да, а дальше, по крайней мере, социально проявлены. Дальше он ставит следующую задачу. Получается, что вот именно создание интереса, так скажем, для развития человечества в бесконечность, да, это есть не специальное все-таки действие, то есть не, не искусственное есть, не то, что там людям сказали, вот есть там бесконечное количество задач, и, например, надо выполнять. Да? На самом деле речь идет вообще о другом. То есть человек должен жить вечно и развиваться вечно, потому что Бог вечен, и Он так развивается. И получается, что тогда человек должен, взаимодействуя с Богом, развиваться именно в счастье развития. Вот должно быть именно счастье развития, а не как бы какой-то перебор задач, да, например. И получается, что, исходя из этого, каждый имеет личностную природу своих собственных действий. Если поставить вопрос вообще, откуда перед человеком появились какие-то действия и почему он в какой-то момент решил там что-то делать, изначально вообще говоря, то здесь есть счастье взаимодействия с Богом, истина с Богом, то есть истина с точки зрения и Бога, и человека. И когда вы начинаете действовать таким образом, вы видите, что любое действие должно быть, во-первых, совершенно конкретным и корректным. То есть в данном случае любое действие совершенно линейно, так скажем, да, раскладывается на ряд совершенно четких, в общем-то, ориентиров. Если, например, человек, просто вот идущий человек по улице, и ему задают вопрос, вот, с точки зрения развития, что сейчас есть в мире, да, например, то вот статус данного развития заключается в том, что ясно, что есть возможность, там, например, глобального уничтожения, есть какие-то процессы там, личные и так далее, но в первую очередь все-таки возможность существует, и поэтому хотя ясно, что ее не будет, он все равно должен решать, человек, эти задачи, он должен уметь решать задачи совершенно четко стоящие перед ним, например, вот, есть некий спутник, опять тот же самый вопрос, то получается им надо все-таки управлять. В условиях киборг-систем надо управлять любой системой на расстоянии, независимо от уровня происхождения данной системы. И получается, что исходя из этого, человек, естественно, должен в первую очередь ставить, в общем-то, в качестве ответа, да, себе, в общем-то, уже линейную задачу, умение управлять лично из любой ситуации, по крайней мере, теми системами, которые, например, могут привести к возможностям глобальной войны и так далее. То есть, а это опять развитие духа, души до уровня действия на данную систему. Да? И когда, например, уже в дальнейшем бесконечном развитии мир приобретает, по сути, там, бесконечные формы, там получается другой уровень материи, то задача управления, она становится еще более общей. То есть там стоит задача управления фракциями коллективного сознания, создающие материю. И здесь получается, что он уже должен сейчас готовиться к тому, чтобы делать управление всеобщим и получать
сразу же управление точное, хотя есть и коллективное. То есть задача точности управления личного, например, да, в коллективном действии. И получается, что, исходя из этого, мы вполне можем иметь, например, задачу всеобщего управления такую, что человек должен, ну, прежде всего, увидеть свой собственный статус, например, в бесконечном развитии, и при этом видеть, что он лично развивается как свободная личность. То есть вы должны видеть, что здесь, в общем-то, ну, система управления, она такова, что вы получаете управление как идущее от себя, так и от всех, но это управление, оно такое, что так и делает Бог. То есть уметь управлять, получается, социальным статусом, и причем так, что значит, уметь свое личное управление выделять и уметь направлять статус всеобщего развития именно в вечное развитие. То есть это фактически задача, ну, достаточно она такая усложненная, тем не менее задача перед каждой личностью стоит. Ведь задача не только там управлять какими-то отдельными блоками информации, да, или там техникой, но и стоит, конечно, задача управления всеми социальными аспектами развития. И получается, что именно полный, в общем-то, уровень свободы личности, когда личность действует совершенно свободно, позволяет личности действительно управлять практически всеми системами событий. То есть полная свобода – это, в общем-то, и полный доступ. И получается, что когда вы начинаете делать управление, уже идущие, например, от вас, то вот ответ, опять же, той же личности, ну, кто отвечает на вопрос, что делать дальше, ясно, что все-таки это полная ответственность, да, за всех и управление, опять же, всеобщее. То есть, кроме того, что развитие, да, умение духовно управлять любой системой, это первый как бы элемент. И второе, это система все-таки личного решения. То есть человек должен это делать даже не потому, что существует, ну, как бы такой элемент обстоятельств, да, что вот много там создано ядерного оружия, там, химического и так далее, а потому что, в общем-то, здесь задача личности, она такая, что личность в мире все равно должна управлять практически всеми элементами реальности мира. И получается, ну хорошо, если вопрос просто там именно в том, что решена, да, уже задача, что нет глобальной войны, постепенно будет структурирована система распределения ядерного оружия, химического, ну, вообще любой системы глобального уничтожения. Но существуют же еще элементы макроуровня, да, какие-то планеты, системы, внешние миры и так далее. Получается, что в бесконечном развитии человек должен все-таки контролировать все элементы развития в бесконечности. Все-таки он должен уметь контролировать, вообще говоря, любую систему, где бы она ни находилась, и какого бы объема она ни была, там, свойства, качества и так далее. И получается, что тогда он должен знать, вообще говоря, статус действия Бога в какой-то конкретной ситуации, вообще говоря, в любой ситуации, где требуется действие и Бога, и человека. Тогда получается, что он фактически должен уметь видеть действие Бога не только, например, да, по задачам личным и не только по задачам там, своего управления, он должен уметь осознавать действие Бога как личность, то есть именно бесконечное действие Бога. И получается, что для человека, кстати, этот уровень он достаточно прост. Потому что человек, он как бы ощущает, да, познает и знает другого человека на уровне внутреннего восприятия, на уровне восприятия своей личностью. Также он может вполне воспринимать и действия Бога. И получается, что здесь в данном случае речь идет о развитии все-таки именно уровня души человека. То есть когда душа человека осуществляет именно те действия, которые человек в принципе осуществляет как, например, личность. То есть душа действует таким образом, что личность человека и душа – это есть все-таки действие Бога в целом. То есть здесь в данном случае Бог определяет уровень управления, и при этом личность человека, например, да, личность Бога – это есть то действие, которое направлено на бесконечное развитие. То есть здесь в данном случае личность Бога и человека, они пересекаются именно в душе человека. Ведь душа изначально содержит все знания о Боге именно в момент начальный, когда Бог создал душу. А вот в дальнейшем уже, когда происходит взаимодействие души и Бога, получается, что душа
создает систему событий, и при этом данная система событий, она определенным образом взаимодействует с Богом в плане, например, личного уровня решения. И вот здесь, когда мы говорим о том, все-таки откуда изначально взяты задачи, да, бесконечного развития человека, то получается, что они во многом взяты из задач развития всего мира, вообще говоря, всех систем. А, как правило, это речь идет о каждой отдельной личности. И вот если вы хотите посмотреть, например, изначально свои собственные задачи, то получается, что вы должны рассмотреть задачи любого человека, и тогда вы увидите из бесконечных форм, да, из этого бесконечного света фактически, увидите свой собственный свет, то есть свою собственную задачу. Почему душа человека так или иначе перед собой ставит задачу. Таким образом, выделение из макроуровня локального света вечного, это есть, опять же, формирование в том числе и ваших задач. Но учитывая, что в мире люди живут и могут жить вечно, а многие уже сейчас освоили технологию именно вечного развития, получается, что формирование задач у вас уже бесконечно. То есть вы изначально избрали путь жить в обществе, жить там, где есть именно бесконечный мир. Получается, что часто задачи такие, что их не надо там специально формировать, они уже есть, да, для решения. И получается, что вот существование задач, существование именно бесконечного развития, это есть ваш личный выбор и выбор взаимодействия все-таки с другими людьми в плане оказания им помощи, в плане именно предоставления технологии вечного развития и умения все-таки с людьми, так скажем, на информации взаимодействовать, передавать так знания, чтобы у них было обязательное вечное развитие. То есть имеется в виду, что не просто там получение знаний или же, предположим, тех технологий, которые, например, позволяют им там, просто оздоровиться или там, жить, например, постоянно даже, да, в физическом теле. Ведь технология вечного развития – это умение управлять все-таки структурой вечной реальности. И вот аспект соприкосновения данной структуры вечной реальности с человеком – это тоже специальный аспект знаний, потому что структура вечной реальности, она обладает, опять же, иным светом, то есть свет, идущий из самой материи, и свет, идущий, например, как к вам, так и идущий от Бога. То есть в данном случае вы видите структуру Бога практически как просто физический свет, идущий к вам, именно знание Бога. И тогда получается, что вы, именно воспринимая данные световые потоки, видя, в чем есть ваше действие, вы входите в систему взаимодействия с Богом, так что ваша жизнь становится уже такой, что вы следующие события, следующий уровень жизни делаете счастливым, потому что вы знаете, что делать дальше, то есть вы всегда знаете, что делать дальше. Вот такой возникает элемент управления в плане именно всеобщего спасения причем. То есть не просто там по решению личной задачи, а вы вот в первую очередь вы знаете, что делать для всеобщего спасения. И вот когда вы данный уровень управления переводите как бы ближе к себе, да, то есть вы начинаете анализировать, переводить на логику, переводить, например, на уровень структурных действий, то получается, что любое структурное действие, то есть любая ваша мысль, любое действие, это есть то, что ниспослано вам Богом для познания именно всеобщего развития. И вы вполне можете вот именно всеобщее развитие, всеобщее вечное развитие, всеобщую жизнь рассмотреть как структуру всеобщей вечной жизни. То есть имеется в виду в данном случае вы можете рассмотреть, как идет развитие, например, света, да, идущего от, например, от личности Бога, как идет этот свет на, например, растения, да, и рассмотреть, в чем вообще разница, например, как Бог передает знания там, растению, как Бог передает знания людям, как вообще Бог информирует, так скажем, да, какие-то элементы реальности. Когда вы это рассматриваете, ну, предположим, там идет свет на камень, тогда получается, что здесь ясно, что человек – это совершенно иной уровень реальности, и свет обладает непрерывностью. То есть, чтобы определить, как передать именно знание человеку, достаточно просто выйти на непрерывную, бесконечную линию. С точки зрения других элементов существует дискретная система, потому что личность Бога и личность человека – это один и тот же уровень реальности. Получается, что
знания такие же, как если вы там, ну, в тишине прислушиваетесь к как бы внутренней, да, к личности другого человека, вы знаете состояние, то есть вы знаете правду, да, получается, следующую причем правду. И получается, что вы можете знать все будущее развитие, иметь совершенно точный уровень управления только за счет того, что вы как бы внутренне настроитесь на личность Бога и сделаете, соответственно, это управление практически всеобщим в ваших частных задачах, только настроившись на личность Бога, где Бог создает уже и создал весь мир. Вот сейчас сделайте такой уровень, что ли, восприятия и решите свои задачи именно этим действием. Причем задачи всеобщие. Ваши личные задачи по всеобщему уровню вечного развития. Когда делаете управление, смотрите, чтобы, например, та реальность, которая конкретно перед вами, да, элемент вечного развития, вечной жизни, именно тот уровень реальности, который перед вами, чтобы он всегда имел статус все-таки вечной жизни, обязательно вечной жизни. То есть в данном случае простой аспект того, что вы достигли знаний, что у вас есть технология вечного управления, то есть вечного развития, заключается в том, что элемент именно той реальности, что вы перед собой видите уровень управления, причем тот, который достиг, например, да, вечной жизни, это и есть фактор реальности, что вы это можете. Ну, то есть любой уровень перед вами имеет структуру вечной жизни. То есть при этом кто-то имеет, например, сразу, да, этого достаточно, кто-то имеет позже, кто-то уже имел раньше. Вот когда вы начинаете входить в такую структуру управления, что значит, если человек считает, что ему достаточно, ну и хорошо, значит, он спокойно, вечно живет и помогает всем другим, да? Или же, когда вы видите, что любой элемент реальности, ну, например, человек освоил, ему достаточно, или он передал в какой-то элемент управления, ну, предположим, там, в какую-то любую информационную, пространственную, временную среду, и эти знания там есть, и они обеспечивают вечным развитием, например, там много других людей, то вы, как только входите в эту систему как бы динамического знания, да, динамичного такого вот, знания, идущего лично от вас, но вы знаете, что это одновременно и знание, идущее от Бога. То есть, когда вы входите в эту структуру управления, то получается, что любая система становится достаточно понятной, простой, и знания распространяются, ну, в общем-то, гораздо проще, гораздо быстрее, если вы видите именно бесконечный статус распространения ваших собственных знаний. Вообще знания лучше всего видеть всех других людей, как эти знания тоже распространяются бесконечно на вечное развитие. Тогда получается, что вы приходите к личности Бога, который, кроме того, что дает знания, он еще и увеличивает систему, значит, управления, то есть он дает определенные технологии. Можно увидеть, как Бог, дающий технологию людям, например, смотрит, в какой момент, да, ну, совершаются какие-то определенные действия на уровне физической реальности, на уровне информационного плана управления, что в какой момент и как нужно действовать. То есть, например, действие по решению личных задач может быть мгновенным действием. И, например, действие по макроразвитию, это может быть действие еще до того уровня. То есть, если вы решаете мгновенно, то значит макросозидание вы делаете еще до уровня своего решения. То есть вы приходите к структуре собственной души, где душа ваша, она практически видит всю реальность, и, вот, вообще говоря, такой, что Бог дал ей именно то зрение, по которому вы можете сразу иметь именно всеобщее и частное управление. То есть сочетание именно всеобщего управления и частного управления в данном случае это одно действие. И когда вы, например, делаете управление таким образом, что ваша задача управления, это и задача все-таки всеобщее, опять же, управление, где вы видите бесконечный свет событий, идущий к вам от каждого человека, то получается, что вы все-таки там вполне можете видеть, например, частное управление каждого человека, да, как то, что он вам передает именно бесконечный свет знаний. То есть получается, что через знания люди могут делать всеобщее управление,
и опыт, накопленный, например, каждым человеком, да, в решении своей собственной задачи, это есть всеобщий опыт. И именно так на уровне, следующего уровня как бы управления души человека, получается, устроена система, в общем-то, всеобщих связей. То есть вы здесь видите, что когда, например, мы делаем всеобщее управление, то мы фактически делаем более интенсивным именно всеобщее развитие, то есть передаем знания мгновенно всем следующие, да, знания, ну, которые вы, например, освоили за счет своих технологий, за счет того, что вы кого-то научили, да, или за счет того, что вы решили свои задачи, и другие люди освоили и также решили задачи, передают знаний другим, да, и получается, что это уже другой свет, это свет, созданный людьми, где люди могут самостоятельно делать именно всеобщее управление, и они самостоятельно вполне могут решать как личные задачи и также задачи всех, да, всей цивилизации, и, естественно, задачи до вечного развития. Естественно, в любом случае Бог всегда будет помогать людям. Вопрос стоит в том, что люди уже имеют аппарат, именно конкретный технологический аппарат, именно для вечного личного развития. Тогда получается, что когда вы ставите задачу, там, например, лично свою, да, и начинаете ее решать, достаточно рассмотреть вот такой ракурс реальности, вот именно такой, о котором сейчас я сказал, что выявление света действия всех людей, и причем, в общем-то, такого действия, что люди вполне могут действовать и решать так же, как действует Бог, значит, там еще есть и знания, идущие от Бога. То есть увидеть этот ракурс, тогда все задачи становятся вполне достижимы. И здесь получается, что вечная жизнь — это, в общем-то, достаточно, в общем-то, ну, простая, что ли, характеристика личности, свойственна причем каждому человеку. Для этого надо просто настроиться и жить вечно. Спасибо большое за внимание.